Делали ли вы когда-нибудь такие ошибки? Я иду от работы, мы идем на родителей, он идет с друга. Я на 100% уверена, что да. Потому что это одна из самых частых ошибок иностранных студентов. Чтобы вы не допускали таких ошибок, давайте вместе разберемся в этой теме. Меня зовут Алина, и сегодня я хочу вам рассказать об очень простом правиле, которое поможет вам выучить эту тему. Для начала давайте поговорим о первых трех предлогах: в, на и к. Я уже делала видео о двух предлогах в и на. Если вы его пропустили, можете посмотреть вот тут. Если говорить кратко, то в мы используем, когда говорим о закрытых пространствах, помещениях или зданиях. Например, я иду в магазин, я иду в школу. На – это наоборот, для открытых пространств или для событий, или для чего-то абстрактного. Например, я иду на концерт на улицу. И после этих двух предлогов мы должны использовать винительный падеж. Здесь, в этом видео, мы будем говорить только о движении, то есть о нашем направлении куда-либо. И здесь мы всегда используем только винительный падеж. Мы не говорим здесь о нашем местонахождении, то есть о предложном падеже. Поэтому запоминаем пока только винительный падеж. И новый предлог к. Его мы будем использовать только когда мы говорим о людях. То есть, если мы идем в гости к кому-то, каким-то людям. Например, я иду к другу, или мы едем к родителям, или он идет к девушке. И после предлога к мы всегда используем дательный падеж. Вот. И теперь давайте поговорим об оставшихся трех предлогах: из, с, от. Все они в переводе на английский значат from. Здесь тоже правило будет простым, и хорошей новости для вас: после всех этих предлогов будет использоваться всегда родительный падеж. То есть здесь нам хотя бы не нужно думать, какой падеж использовать. Итак, начнем с предлога из. Из мы будем использовать, если мы возвращаемся из какого-то здания. И тут мы понимаем, что это противоположность предлога в. То есть до этого мы говорили, что предлог в мы используем с закрытыми зданиями. Я иду в магазин. И если мы возвращаемся оттуда, то 100% мы всегда используем из. Я иду в магазин, я иду из магазина. Далее, например, я лечу в Испанию, я лечу из Испании. Следующий предлог с. Это будет противоположность предлога на. То есть, когда мы возвращаемся с каких-то мероприятий или открытых пространств. Например, я иду на концерт, я иду с концерта. Мы летим на юг, мы летим с юга. Он едет на острова, он едет с островов. И последний предлог к. Как вы можете догадаться, мы его используем, когда мы говорим о людях. То есть, если мы сказали «я иду к другу», обратно будет «я иду от друга». Или мы едем к родителям,
мы едем от родителей. Вот и все. Вам просто нужно запомнить эту схему. В, из, на, с, and к, от. И все. Таким образом вы будете знать, где и когда какой предлог использовать. И сейчас давайте немного потренируемся. Вам нужно будет в предложение вставить нужный предлог. Перед вами будет два предложения, соответственно, одно предложение, когда вы идете куда-то, и второе предложение, когда вы оттуда возвращаетесь. И вам, согласно правилу, нужно будет использовать два правильных предлога. Молодцы! Я уверена, что вы справились с предложениями отлично. И если вы хотите еще чуть-чуть потренироваться, я предлагаю вам приобрести подписку на мой Patreon. И к этому видео вы найдете два документа с дополнительными упражнениями. Первый документ будет с довольно простыми заданиями. Вы сможете их выполнить сами и проверить себя, потому что в конце документа у вас есть ответы на эти задания. Второй документ будет чуть труднее, но эффективнее, потому что там вам нужно будет самим составлять, писать предложения, какие-то рассказы. Вы будете записывать голосовые сообщения, как вы произносите все то, что вы написали, и я буду все у вас проверять. Таким образом, я буду проверять ваше произношение, вашу грамматику, то, как вы пишете и составляете предложение. Правильно это или нет? И таким образом я вам помогу еще больше в изучении русского языка. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.